Всем привет, дорогие друзья, это магазин eMag.by, и сегодня к нам наконец-то приехала долгожданная 16X. Ух ты! Смотри, оно на Z10 похоже. Вот про это я говорил. Для меня оно ассоциируется с железным человеком. Такие строгие линии, в то же время они смягчены и смотрятся красиво, дизайнерски. Подход хороший. Это то же самое, я катаюсь на зле, чтобы пересесть со спортивного BMW на Mercedes бизнес-класс. Аж мурашки по коже. Ну что, друзья, попробовал я проехать на 16X. Этот восторг, эти эмоции, наверное, сложно передать на камеру. То, что я чувствовал, я, наверное, не чувствовал ни на одном колесе. Во-первых, когда я его получил, мне захотелось его просто обнять. Обнять, потому что оно реально крутое. Эргономика, железный человек. Сразу ассоциировалось. Педали у нас очень удобные. Здесь по заводскому уже наждачка стоит хорошая. Изначально я думал, что их надо как-то поджимать. На самом деле здесь технология магнита. Мы раз ставим, и она у нас не открывается. Ручка. Ручка как раз таки для таких людей, как я. То есть можно возить в таком положении, а можно возить вот в таком положении. Мне, кстати, комфортно. Поэтому я думал, что большинство больших высоких людей будет тоже комфортно. Кстати, по поводу люфтов, ничего как бы не люфтит, все открывается с первого раза и закрывается с первого раза. Это тоже приятный момент. Посмотрите на покрышку, обратите внимание, что у нас покрышка. Я изначально думал, что это 18 дюймов. Толстая, из-за этого колесо кажется, что оно 18 дюймов. Изначально я даже как бы не поверил, полез в интернет, начали искать в мануале. Действительно, 16-дюймовое колесо, но ощущается как 18 дюймов. Плавный ход, едешь как на каком-то корабле. И эти ощущения, их все-таки надо прочувствовать. Сложно передать на камеру то, что ты чувствуешь, когда ты на нем двигаешься. Дима, подойди, пожалуйста, расскажи, как ты вообще ощущал себя на этом колесе. И Дима у нас ездит относительно недавно. Сколько ты вообще ездишь на колесе? С весны. Какое у тебя колесо? V8. V8. Что ты можешь сказать про сегодняшнюю 16X новинка? Я сегодня проехал на двух колесах, поэтому мне, наверное, будет проще сравнивать Z10 и X, потому что колеса на самом деле довольно-таки похожие между собой, но есть и различия. То есть первое, на что обращаешь внимание, ну это, конечно, ручка. То есть ручка у него реально классная, и вот если люди, как и я, которые засматривались на зло, и либо, может быть, кто-то сейчас пользуется злом, стоит обратить внимание на X, потому что во многом, как мне показалось, X это, по сути, усовершенствованная версия зла. Потому что, во-первых, ручка у него реально классная. Потом ты становишься на педали, педали шире, то есть по длине. Стоять на них намного комфортнее. И выигрывает однозначно 16X по удобству педали. Да, то есть педали здесь реально классные. Плюс еще момент в том, что здесь хорошая наждачка, и она реально хорошо держит. И если мы
говорим о поворотах, довольно крутых резких поворотах, то мне было намного комфортнее себя чувствовать на иксе, как конкретно за счет хорошего гриппа на педалях. Я понимал, что я не уеду, а на зле бывало соскальзывала нога. Если мы говорим про покрышку, то она более мягкая, и на ней более комфортно проезжать неровности. Было несколько раз я заехал в ямки. Мне хочется его гладить. Оно такое реально крутое, что мне хочется его гладить. Намного комфортнее проезжать на иксе. Неровности, плохой асфальт, но такие бордюры спокойно заезжают. То есть зло тоже заезжает, но на иксе это все делать намного комфортнее. На зле просто ты чувствуешь отдачу, Да. как на камне. Да. А здесь как-то подготовился, Да. как я, и не почувствовал, Спокойно заехал переступил. на бордюр, да, любые неровности оно проглатывает. Плюс еще момент, который мне понравился, оно, субъективное впечатление, но мне показалось, оно более резво реагирует. То есть зло более тягучее. Немного, но есть чуть-чуть. Возможно. Мы его сейчас перехвалим. Какие минусы? Блин, для меня минус, наверное, один. Оно здоровое. Это... Оно реально Есть немного. здоровое, оно тяжелое, но в этом, в принципе, есть и плюс. Опять же, если сравнивать со злом, оно выше. Оно реально выше, и рулить им удобнее, потому что ты ударишь больше коленом, нежели голенью, и рулить ему удобнее. Кстати, обратите внимание, что здесь можно ставить одновременно два зарядного устройства для того, чтобы колесо заряжалось быстрее, как минимум в 2 раза. На 2 зарядках оно будет заряжаться ориентировочно 7 часов, на одной зарядке, соответственно, 14 часов. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть акустика, и у нас здесь есть USB разъемы, в которые мы можем ставить свою попсовую или замечательную музыку и слушать их через акустику. Также мы можем подключить по Bluetooth наш телефон и включать по беспроводной связи музыкальные композиции. Фара включается сама. Убираем, выключаем. Также ее можно включить с кнопки. Опа! И она у нас горит. Я освещаю нашего оператора. Юра, тебя не слепит? Если только чуть-чуть. Меня не слепит. Поэтому надо будет посмотреть, все-таки процессировать его вечером, как оно. И здесь красивая подсветка, похоже, как у зла. А вот это вот, как я понимаю, повороты. Когда мы поворачиваем, по-моему, оно даже показывает, моргает, в какую сторону мы поворачиваем. Но это не точно. Финансируем мы дальше с этим колесом. Попробовали немножко стравить его по совету мирового эксперта по моноколесам Игоря Корневича. Игорь, спасибо, что приехал к нам. Давай подойди, пожалуйста, сюда. Привет. Еще раз. По ощущениям, мы его стравили и расскажи, пожалуйста, какие... Значит, смотри, оно вело себя вот прям как зло в поворотах. Им было легче рулить, потому что оно выше. Но оно вело себя как зло, оно сопротивлялось. То есть мы уже его не сравниваем со злом, это уже какая-то отдельная категория. Да, это уже все еще чуть-чуть похоже на зло. Все же чуть-чуть похоже. Да, но больше похоже на классические колеса все. Что скажешь, Игорь? Ну, колесо хорошее, как бы. Не могу сказать, что я большой любитель широких покрышек. То есть, как показывает практика, это такой компромисс. Вот я после него снова проехал на классическом колесе InMotion V10F. Но опять же, четко видно, что абсолютно индивидуальная подкачка должна быть. То есть, для любого райдера, в зависимости от веса, нужно смотреть, насколько должно быть накачано колесо. Если оно перекачано, получается, оно ведет себя так, немножко как колобок. То есть по прямой, когда двигаешься, оно немножко начинает вихлять. То есть, соответственно, если ты попадешь на плитку, это вихляние будет еще более выражено, как бы. Так же, как у зла, при такой накачке недостаточная поворачиваемость, то есть тебе практически надо вывешивать корпус для того, чтобы повернуть. Ты назвал бы это минусом в этом колесе? Что? Недостаточно поворот. Вот решается простым чуть-чуть настравливаем воздух, оно начинает себя вести как классическое колесо. То есть, А какие бы ты минусы выделил, если они есть? тяжелое, ну, я люблю узкие колеса, оно для меня немножко широковато, но терпимо. То есть я этим как-нибудь вправлюсь.
С точки зрения эргономики, кажется, что Элька более динамична. Ты когда на Эльку становишься, ну, тебе ничего не мешает. Здесь вот довольно прямолинейный корпус, он косточки начинают упираться, там то 5-10. Но это можно привыкнуть, как бы ничего сложного. Я после зла становлюсь на него, я как будто бы врастаю в него. Мне достаточно так удобно. Я сравниваю, я зло вообще не беру в расчет, я ездил во всяком случае в прошлом году на 18, поэтому мне проще с ним сравнивать. С точки зрения вот моего подхода к колесу, я очень люблю колесо стабильное. Ну, как бы наименьшее количество воблинга, чтобы у него было. В принципе, оно лучше, чем, ну, как бы 10 с точки зрения воблинга. То есть, когда при учете, что чуть-чуть стравливается воздух. Ну, в зависимости от веса райдера. Твои ожидания подтвердились? Какой-то хороший? Ничего не ожидал, как бы мне просто интересно было. Я всегда колеса меряю относительно своих ощущений. Мне колесо понравилось. То есть я бы его себе взял. То есть это однозначно как бы вывод. То есть у него интересный дизайн, как бы надо отдать должное. То есть, может быть, опять же, вот это вот гонка за вооружениями, за большой батарейкой, если бы было более тонкий как бы вариант корпуса и меньшей батарейкой, я бы даже видел это более предпочтительным для себя. Но и это не проблема, то есть с этим можно мириться. Оно реально просто, такое, мягенькое. оно... Можно я выскажу альтернативную мысль, потому что, на самом деле, Конечно. как мне кажется, то, что оно толстое, это вовсе его не недостаток, и на нем реально удобно стоять, на нем реально удобно ехать, его реально удобно обхватить ногами, и оно конкретно хорошо держится вот прямо вот в обхвате. И на ухабах, на плохой дороге, на бордюрах ты чувствуешь себя более комфортно, потому что его просто проще зажать между ногами, проехать все это и спокойно дальше поехал. И плюс подушки по бокам, они реально классные, они работают. Слушай, я еще один минус заметил. Может быть, это не минус, пока мы стоим разговариваем. Здесь софт-тач пластик. Да. Он приятный на ощупь, но он оставляет отпечатки. Он оставляет отпечатки, да. Но, не знаю, для кого-то это минус, для кого-то это все равно. Опять же, тут речь, вот ты говоришь, широкая, узкая, как бы, и обхватываешь колесо, там держишь. Я на сегодняшний день колесо почти не касаюсь. Это правильная технология. На сегодняшний день просто ты уже, когда долго едешь на колесе, привыкаешь к нему, тебе не нужно его держать. Оно как бы ты просто вот стоишь и колеса, в общем-то, не касаешься. Это правильно. И поэтому для меня вот лишняя ширина колеса, оно как бы немножко лишнее. Поэтому, друзья, все очень индивидуально. Когда вы выбираете себе моноколесо, вы должны не прислушиваться к кому-то, вы должны индивидуально попробовать, приехать, посмотреть. У нас всегда есть не то что огромный выбор, но у нас всегда есть из чего выбрать. Вы можете приехать, предварительно написав мне, либо созвониться с нами, и мы дадим прокатиться вам для того, чтобы вы уже ощущали и понимали, какое колесо вам удобнее.